Всем зрителям моего канала большой-большой привет! И мы продолжаем прохождение игры Vampyr. Прохождение наше застопорилось на пути к Лоизию Доусону. Но сейчас я предлагаю немножко отвлечься от основного квеста и попробовать наладить жизнь наших лондонских районов, полечить горожан, повыполнять дополнительные расследования. В общем, улучшить обстановку общую. Немножко мы отвлеклись от кучи накопившихся у нас расследований. Давайте немножко побегаем. Посмотрим, что удастся нам найти, выполнить. И как это повлияет на итог игры. Так. Сейчас мы с вами находимся в Уачпере. Давайте посмотрим, какие задачки здесь, в этом районе, стоят перед нами. Во-первых, состояние района критическое. Так, у нас пропавший Шон Хэмптон. Так. Болеющих горожан я не вижу, но есть пропавшие. Так, и расследование этого района. Уачпел. 4 задачи. Так, нужно решить, как поступить с коробкой. Отдать ее Барретту Льюису или Джо Питерсону. Мне вообще не нравится вот этот товарищ. Поэтому я бы отдала коробку Барретту. Так. Что еще? Осмотреть трупы и найти Сэмуэля. Забрать Сэмуэля с кладбища. Дальше. Оккультный глаз. Найти человека, который умеет читать шрифт Брайля. И убедить Сяо Шунь вернуться в Уачпел. Так, хорошо, давайте прям слева направо попробуем. Так. Джо Питерсон. И где-то рядом с ним должен быть неподалеку торговец. Да, вот они вместе здесь. Давайте попробуем коробку отдать ему. Не хотите что-нибудь купить, сэр? Вы никогда не отвлекаетесь, да? Отдать коробку. В одном из заброшенных зданий я нашел эту коробку. Кажется, она ваша. Так, посмотрим. Да, моя. Значит, вы сражались с этими психами? Невероятно. Наверное, мне повезло. Здесь мало кому везет, так что ваше везение должно быть вознаграждено. Этот сверток, в нем же не только инструменты и металлолом, да? Вы мне помогли, так что я не хотел бы показаться грубым. Это не ваше дело.
Так, что ж. Расследование завершено. -1. Галочка. Так, идем дальше. Так, куда-то в сторону кладбища. Бармене. Нормально, так с одного удара. А, нет, не с одного. А, это уже третий. Тех с одного. Этого с 3. Хорошо. Побежали, побежали. Так. Здесь пройдем. Джонатан. Пемброкская больница. Давно мы здесь не были. А здесь все начиналось. Так. У него была записка мокрых ботинок. У этого скали еще одно задание открылось. Так. Записка мокрых ботинок. Относительно вербовки парней в Уачпере, кажется, одного я нашел. Это Альби. Он тупой, как табурет, но крепкий. Я попросил его раздобыть лекарства для продажи на черном рынке, и он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, что его приняли в мокрые ботинки, и теперь он должен получать приказы у своих новых боссов. Так, что у нас там за новая задача? Многообещающий рекрут. Решить, как поступить с запиской вербовщика. Вручить ее Альберту Палмеру. Так, может, это рядом?
Чё тут? Заперто. Весело. Ладно. Погоди. Так. Угу. Хорошо. Давай так. Чё, сигануть туда нельзя. Так, окей. Stupid beast! How dare you interfere with my hunt? Die, leech! Over there! Ah! He's dead! Oh, Christ! Ah! Ah! Так. Кладбище. Давай, Джонатан. Почти пришли. Здесь пройдем. Ой, жопа какая тут. Так, ладно, наверное. Прям по могилам бегаем. Красота.
Что ты творишь, Джон? Так. Что это за убежище, что ли? Окей. То давай. Stupid newborn! Да что ж ты грозный такой? Вампиреныш. Так, давай смотреть. Ага. Налево. Ух. Ну погоди. Так. Паршивцы. Так. Что вы тут делаете? Закрыто все. Ух. Закрыто. А жаль. Ладно. Так. Угу, здесь тоже не обойдем. Ладно, побежали. Давай так попробуем. Давай, друг мой, давай.
Ужас. Обглоданные косточки. I can't believe I'm doing this. Так. Заброшенные дома. Вот куда мы с вами залезли. Так, давайте смотреть. Что за заброшенные дома? Отойди от меня, убери свои мерзкие руки. Напоминаю, что сюда мы идем осмотреть трупы и найти Сэмуэля. Забрать Сэмуэля с кладбища. Вот наша текущая задача. Нам показывают 85 метров до нее. Белая голова. Ой. Так, пойдемте потихонечку. Кто-то зовет на помощь. Здесь еще новое расследование открылось. Вот как. Спасти шокированного человека, победив скалей. Отслеживать. Так, это вот это. Спасти человека. Так, ну давайте пойдем. Он совсем рядом. Идите, дряни. Где человек? Ты где? Где-то внизу. Погоди-ка. Фух. А, вот. Так, где ты? Пошел. Здравствуй. Что? Что случилось? Кто вы? Все хорошо, сэр. Вы в безопасности. А, вы тоже англичанин.
Спасибо, сэр. Я уж думал, проклятые дикари меня прикончат. Что вы здесь делаете? Тут опасно. Да, тот еще гадюшник. Но он мой. Я пришел получить деньги за жилье. Вам повезло, что вас не убили. Да, поганые иммигранты, убийцы, продохи, все до единого. Теперь у них еще и инфлюенса. Грязные животные. В Ачпеле более-менее безопасно. Если будете идти быстро и осторожно, то спасетесь от дикарей. Так, медосмотр. Почему-то недоступен. Хотя он болен простудой. У нас лекарства есть. Ну, я хочу его полечить, но почему-то я не могу нажать R1. Это очень странно. Ладно, полечу тебя, видимо, когда ты будешь в другом месте. Возвращайся. Так, хорошо. Мы искали одно расследование, но выполнили другое. Давайте промаркируем снова. То, зачем мы шли изначально. Так. Вверх-вниз. Так. Это я выйду. Так. Так, что мы, дорогой Джон, будем делать? Нам нужно к этой голове. Но пробраться к ней не так просто, как кажется. Пемброкскую больницу. Возвращаемся. Это точно не стоит делать. Так, Джон.
Danny boy! Die, Sammy! Все. Полно всяких организаций. Да еще и взрывающихся. Так. Cross the leads, boys! Back, demon! Back! Oh, Christ! Fuck, it's fast! This man's far too Человек old гораздо to be старше Samuel. Сэмуэля. Осмотреть трупы и найти Сэмуэля. No. Нет, судя по By одежде, the это look of his портовый clothes, рабочий. this man's a docker. Samuel isn't here. Сэмуэля здесь нет, пожалуй, better стоит follow пойти the по blood кровавым trail. следам. Ой. По кровавым следам. Подожди. Ужас. Пошли. Туда? Или туда? As Сейчас I сваливайте. feared, Сбиваю Samuel стол. no longer preaches the good word. Так, личный дневник. 12 октября. Отец Уитакер такой праведный, в нем столько сострадания и любви к тем, кто страдает. Его слово, вот что нужно городу. Сегодня вечером я отдал ему все, что у меня есть. Мою силу, мою веру, мое богатство. А если этого недостаточно, я знаю, где взять еще. Мы с отцом Уитакером пошли в заброшенный дом рядом с церковью Святой Марии. Это было ужасное, зловонное место. Последним обитателям дома приходилось бороться с крысами за право жить в полуразрушенных комнатах. Большинство этих людей больны. Ужасные, ужасные запахи. На последнем этаже отец Уитакер нашел старика, который лежал на грязном матрасе и кашлял кровью в деревянную миску. Отец Уитакер опустился на колени перед ним и долго молился. Кажется, после этого человеку стало лучше. Затем мы помогли ему найти свет. Тогда я плакал и плачу сейчас, когда пишу эти строки. Ведь я никогда не видел, чтобы человек так радовался своему спасению. Отец Уитакер святой. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, тогда мне бы хотелось спасти столько же душ, сколько и он. Ведь это настоящая честь быть свидетелем подобных чудес. 19 октября. Сегодня вечером мы пошли в бордель, который находится у канала. Я должен признать, что очень боялся встречи с распутными женщинами, но оказалось, что эти здания давно заброшены. «Запахи дьявола и болезни», — объяснил отец Уитакер. Затем встал на колени и стал молиться за эти две заблудшие души. Женщины были такими больными, слабыми, что не смогли пошевелиться, когда я облил одеяло бензином. Теперь их души очистились. Отец Уитакер святой. Я никому не позволю смеяться над ним. Он получит больше помощи и поддержки, но он, как и все пророки, одинок. Его последователи должны делать больше. Ему нужна любовь и доказательство любви. Завтра я отправлюсь на кладбище и добуду для него новые богатства. Мертвые не нуждаются в земных богатствах, а нам с отцом Уитакером нужно чем-то питаться. Сегодня вечером впервые пришел мой черед вести нас. Я решил вернуться туда, где мы были 10 дней назад, и проверить, есть ли там души, которые нужно освободить. Отец Уитакер одобрил мой выбор.
Праведник всегда в трудах, а сатана никогда не спит, объяснил он. Он также сказал, что если я буду и дальше проявлять такое рвение, он станет поручать мне более важные задания. Скорее бы! Сегодня вечером еще 3 души были очищены от скверны. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, то я бы сказал, что мы на пути к величию. Ну да, конечно. Праведники. Отец Тобиас Уитакер. Доступна новая подсказка. Так. Тобиас уже убил нескольких больных в своем стремлении очистить город. Нужно поговорить с ним. Так, у нас расследование. Может состоять из нескольких заданий. Сначала одно выполняешь, находишь, оно сменяется на следующее. Так что отправляемся дальше. Так, что-нибудь еще здесь на кладбище. Хочу посмотреть, нет ли чего поблизости из других задач. Да-да. Вы там сами разберетесь. Я не хотела вас трогать, просить. Так. Лея, привет. Как дела, как настроение? Так. Джонатан. Куда же нам с тобой податься? Мне тоже хорошо, спасибо. Так, хорошо, давайте тогда. Так, сейчас вот это посмотрю. 294 метра. И вот это задание. До него нам 58 метров. О. Точно, вдова где-то здесь
на кладбище. Вот она. Плачет у могилы мужа. Вы в порядке, миссис Сяо? Меня зовут Сяо Шунь. Именно такое обращение принято в моей стране. Прошу прощения, Сяо Шунь, с вами все в порядке? Да, это единственное место, где я обретаю своего рода спокойствие. Вспоминаю моего милого Мэтью. Вы одна? Неужели нет ни друзей и семьи, которые могут поддержать вас в трудную минуту? У меня есть семья и друзья, но пока я хочу побыть здесь одна. Быть может, настанет день, когда я вернусь к ним, но сейчас я хочу оплакать его в тишине. Мне довелось видеть много смертей, и каждый из нас горюет по-своему. Некоторые молчат, кто-то кричит, кому-то нужна поддержка, кто-то видеть никого не хочет. Спасибо за откровенность, доктор Рид. Я чувствую, что вы пытаетесь мне помочь. Хотя почему-то... Почему? Не понимаю. Расскажите о смерти вашего мужа, Сяо Шунь. Мэтью умер от испанки. Он не первый и не последний. В наши дни такой причиной смерти не удивишь, но для меня это стало концом света. Увы, в настоящий момент медицина почти бессильна против эпидемии. Мне очень жаль. Самое ужасное даже не то, что он умер, хотя это стало большим ударом. Хуже, что я не успела подготовиться. Я так быстро его потеряла. Он скрывал от вас свою болезнь. Мэтью был веселым человеком, никогда не вешал нос. Полная моя противоположность. То ли он смеялся над близящейся смертью, то ли не понимал, что ему грозит. Этого мне узнать не дано. Возможно, испанка страшнейшая из болезней, известных человечеству. Почему вы вините себя? Вы не понимаете. Я не знала, что он тяжело болен, не понимала серьезность ситуации до последнего, а там уже было поздно. Должно быть, мои слова прозвучат жестко, но никто не защищен от этой болезни. Она может убить сильнейшего из людей буквально за пару дней. Я не успела даже попрощаться с Мэтью. Нам и невдомек было, как все плохо. Мы даже шутили над его болезнью, он так часто меня смешил. А теперь я все лью и лью слезы. Так. Вы тоже врач? Чувствуете вину за то, что не сумели спасти мужа? Нет, я не врач, но мне все равно хочется винить кого-то в смерти Мэтью. И кого, если не его жену, которой невдомек был. Я врач, причем один из лучших в стране, но мне не удалось спасти мою сестру Мэри. Она умерла у меня на руках. Зачем вы мне это говорите? Думаете, мне от этого легче станет? Она останется на кладбище до скончания времен, а я проведу целую вечность, надеясь, что она меня простит. Позвольте спросить, от чего умерла ваша сестра? Можно сказать, что ее убила ужасная болезнь. Болезнь, которой я бросил вызов, поклялся найти лекарство, даже если трудиться придется до конца времен. Спасибо, что рассказали мне об этом, доктор Рид. Быть может, нам с вами пора строить свои жизни заново. Не вечно же вам здесь оставаться. В конце концов, все равно придется покинуть кладбище. Почему? Зачем мне уходить, если только здесь я обретаю внутреннее спокойствие? Рано вы причисляете себя к мертвецам. Есть большая разница между... Послушайте, кажется, что вы испытали боль. Скажем так, у меня есть причина приходить ночью на кладбище. Примите мои соболезнования, доктор Рид. Вам надо вернуться домой. Думаю, вы правы. Кладбище для мертвых, потому что они заслужили покой. Благодарю вас за честность и мудрость, доктор Рид. Спасибо, что уделили мне время, Сяо Шунь. Будьте осторожны по пути домой. Быть может, еще увидимся в Уачпеле. До свидания. Так, медосмотр.
Physically speaking, I mean. Как себя чувствуете? Неважно, доктор Рид. Весьма неважно. Так, она у нас больна простудой, у нас есть лекарство. Примите это, вам должно быстро полегчать. Спасибо, доктор. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial. Что же, основная задача была убедить ее вернуться домой, а не находиться все время на кладбище. Возможно, это спасет ей жизнь. Goodbye for now. Что ж, еще одно расследование в копилку завершенных. Отлично, друзья. Так, и... Так, посмотрим. Многообещающий рекрут. 325 метров. Дальше. 130 метров. Пробуем. Так, какими-то закоулками нас ведет. Это белая голова. Где-то там. В том здании. Здесь нам не удастся пройти. Вниз нельзя. Жаль. Давай так. Так, подожди. Хороший. Прыг-скок. Как котик по крышам.
Бригейд. Еще одно убежище. Так, хорошо. Концентрированная чистая кровь. Странный рецепт. Ого! Класс! Теперь мы можем делать лекарства от головной боли, мигрени и от невралгии. Класс! Теперь мы можем лечить все имеющиеся болезни. Так, нам нужен эрготамин. Так, причем так много. Ладно, хорошо. Сейчас сывороточки. Класс, отлично. Так, где мы? Так, Джон, давай обратно. Так. Давай поглядим, что здесь. Так, здесь у нас задание отнести нож к клею коксу. Я не хочу это делать. Так, что у нас по Пемброкской больнице? Харви Физик, переутомление. Так. Ничем не болеет. Это неизвестно. Мигрень, простуда. Здесь у нас много болеющих. Давайте пойдем
Дадим им лекарство. Всем, кому это возможно. Так, стой. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical... I will be... Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Все-таки у них такой нелегкий и Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. бесценный труд, поэтому они должны быть здоровы. Наши медсестры дорогие. Good evening, Milton. Good evening, Так, Doctor. Милтон. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Держи, Our job дружище. brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Так, Goodbye, Milton. нам дали приз клятвы Гиппократа, наверное, за какое-то количество вылеченных персонажей. Так, это снова сестра Бранниган. Так, это у нас Киркоров. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Ты здоров. Goodbye, Dr. Ну, Tibbets. хорошо, здравствуй. И дальше. Пребывай в добром здравии. Так. Yeah. Good evening, sir. Can I... Unless you're here, I'm Dr. you guess. Тоже переутомлен. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Так, Goodbye еще for now, один. Mr. Elwood. Поправляйся. On every street corner. The daily routine. Так. Так, вот эта дама. Good evening, Miss Howcroft. How are you Она, tonight? по-моему, здорова. Blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. В смысле, она больна, конечно. Она считает себя вампиром, но I'll leave это you, уже Mistress of другое the Dark, заболевание, от to your него мы не nocturnal поможем. activities. Так, доктор Сонси, по-моему, тоже переутомился. Можем мы к нему вломиться? Привет, док. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. Так, доктор, я хотела тебя осмотреть. Почему я не могу это сделать? Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit. Yes. And no. She was en route to the docks, I think. Following a lead concerning your maker. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Так. Мутировавший скаль. Doris was a heavily mutated skull.
Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them icors. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. I'll come back later. Я хотела тебя полечить, доктор. Always a pleasure to see you, my friend. Как это сделать? А, он ничем не болеет. Отлично. Ладно, доложили доктору последние новости. Каких еще добрых дел мы можем с вами сделать? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Так, простуделась. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Сейчас все будет хорошо. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Так, Goodbye, хорошо. Nurse Hawkins. Что у нас дальше? Харви физика еще надо найти, вылечить. Так, этот непонятно, болеет или нет. Эти у нас выздоравливают, это не болеет. Неизвестно. Не болеет. Выздоравливает, выздоравливает, не болеет, выздоравливает. Ньютон Блайт. Так, еще 4 персонажей. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Так, ты здоров. Давай по-быстрому поболтаем. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical,
You may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Так, You хорошо. seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Так. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Goodbye, Dr. Ладно, пока. Так, конфликт двух врачей по поводу лечения вот этого вот пациента. Второй врач куда сбежал, пока мы сболтали. Так, давай с тобой Good evening, поговорим. Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me.
And now I Жена may lose погибла. everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Бедняжка. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Да, это хорошо. I'm sorry for your loss. So many Теперь died дети, during живи the для них. bombings. I Ты served должен in France бороться. and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Так. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. Держись, I'm sure if мужичок. me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, Так, my boy. что нам осталось? Кого подлатать? Тут Ракеш. Не знаю, где его искать. Ньютон Блайт. Освальд Тэтчер. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Еще один Reed? док. Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Так, давай быстренько. Обо If you have a всем. problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients.
Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. I don't see any reason why I should justify my actions to you. That's true, Dr. Reed. The only judge has to be yourself. The question is, are you judging yourself hard enough? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Так. Thank you for your Все time. на этом. We'll talk later. Будь здоров, не кашляй. Так, дальше. Подожди. I'm quite busy. Do you need my assistance? Don't. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity. I wish this... Thank you for your time. Так. Так, еще 3 болеющих. Забавно так. Сердце показывают. As for me, what? О. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Мортимер Госвик. Анемия. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. На здоровье. How painful. So painful. Don't waste your time with me. Так. Good evening, madam.
It's my son. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? Да, я уже его I've вылечил. heard much of your talents as a physician. Быстрее, чем ты об этом подумала. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover Богатая, all the видимо, дама. expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Богатая учительница. Что-то новое. Так, переутомление. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, Это actually. моя работа спрашивать об этом. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Так, что у тебя еще? Ничего о ней не известно. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my... Да-да-да, я понял. What do you think of your reception here? I have had the... Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect... Не нравится ей в нашей больнице. Tell me more about your arrival at the Pembroke The Hospital. ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Oh. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. I don't expect compensation, Dr. Reed. Ладно, разберемся. Goodbye, Mrs. Goswick. Почему с тебя деньги взяли? Так, где у нас это? Пеппа. Так, это кто? Ага. Вот тебя нам тоже надо подлатать. And good evening to you, Doctor. Да нет, не тебя. Goodbye, Dr. Strickland. Ты у нас здоровый, как огурчик. А вот этот Ракеш на улице, что ли? Где это там есть? Давай знакомиться. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Не прошло и почти все игры, как мы решили с коллегами познакомиться. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks.
A dangerous place with many an unpleasant business. Milton Hooks helped me get a job here. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Как-то не по-человечески. Even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Jadana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Так. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Jadana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to... Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Ладненько. Торговать. Please show me what you have to sell. Of course. Давай It's just посмотрим. trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. А что нам не хватало для... Так. Крень, головная боль. Мия. Погоди. Мужичок, подожди. It's locked, all right. И сел. Ну ладно. Seem peaceful and lost at the same time. Так, подожди. Кто у нас еще остался?
не полеченным. Ньютон Блайт. Асфальт Тэтчер. Эти, по-моему, внизу гуляют. Около доков. Так, Пипа, сейчас. У меня есть к тебе вопрос. Good evening, Nurse Hawkins. Good. Так, а почему я не могу ее спросить? Почему она деньги брала за койко-место? Странно. Do you need medical help? I'm fine. Goodbye, Nurse Hawkins. Что будет, если я ему отдам нож? I have found the... In that case, you'll be properly rewarded. I hope that won't make me an accomplice to your... Who knows what I might do? Блин, походу я зря это сделала. I'll leave. Перережет. Так, вот асфальт. А вон и второй товарищ. Hello again, Mr. Thurman. Yes. Привет, я вас пришел полечить. Why were you locked in that sewer? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given... That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this? No, I really... An irrational fear like yours is usually rooted... Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my... Perhaps you were trapped or locked in somewhere. Are you joking? Все. Облом. Do you want to talk? No. An irrational... Well, Doctor, perhaps you... Are you joking? Goodbye, Mr. Thatcher. Нет, не goodbye. Good evening. Do you need... Don't get me... Давай, I'm хочу certain you подлечу have your тебя. reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. Goodbye, Теперь Mr. goodbye. Иди сюда. Hello again, Mr. Blight. I'm eternally... What caused your Chris phobia Bates. of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole ужас. under 2 dead soldiers. Это ужасно. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Хорошо, что не сожрали. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me Да, and saved me. это очень страшно. Are you concerned? Of course I am. What kind of... I believe people...
You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Do you need medical attention, sir? Afraid so. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the... Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Ну, теперь, надеюсь, все хорошо будет. Так, все с плюсиками, все медицинскую помощь получили. Так, из расследований добраться до аптеки. Аптека. Все на свете искали, страшно привет. Что это за замес прям какой-то? Как много их тут. Трушненько бегут ребят с огоньком. Эх вы. Какой-то босс Скаль. Ну да ладно. Ты все на что ты способен. Так, аптека, где-то здесь. Прямо-таки где-то здесь. Watch yourselves! Bloody lynch! The beast must die! Маздай. Shall prevail! Die, vermin! Баламуты. Список доктора Стрикленда. Заказчик доктор Тора Стрикленд. Пемброкская больница. Список веществ, ингредиентов. Opium
is one of the Главный main ингредиент лекарства ingredients of Стрикленда – Strickland's опиум. medication. Плохой выбор. Never a good move. Так. Списочек нашли. Рассказать Тору Стрикленду о том, что произошло. Возвращаемся в больничку. Safer places to be than here. Are you deaf? Что ты врешь? Die, vermin! Easy does it, boys. We can deal with vermin. He's dead. Take him to the Watch it. It's a killer, bloody leech. You'll pay for that. Так, с кем нам там надо
поговорить. Тора Стрикленд. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Значит, данный доктор у нас любит эксперименты. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Собрать ингредиенты и создать лекарство. Положить на свой стол 1 единицу гипохлорида натрия. Положить на свой стол 1 единицу перу. Так, ладно. Поднимемся в свой рабочий кабинет. Давай. Так, в окно не надо выпрыгивать. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd.
Так. Решить, как поступить со Стрейклендом. Отнести лекарство ему или сообщить обо всем Экроиду. Но пустышками лечить это не круто. Я пойду к Экроиду. Закладывать Стрикленда. I'm quite busy right now, Dr. Reed. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Okay. Thank you for your help, Dr. Ackroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Thank you for your time. Пойдем. We'll talk later. В кабинет. It's locked, all right. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me, what a blundering idiot. Так. Ну, мне сюда. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. My sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from her. I will not let you down, my boy. Куда же ты меня ведешь, дружок? I cannot enter. My sweet girl. Reads me like a book. It's locked, all right. Could keep anything from her. You always knew the words to calm the children, Helen. Good evening. This hospital seems to be Подожди. falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I'm sorry. I will not let you down, my boy. Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York once. If only there were more of us. No one can count him. I wish I could say the same for the others.
I will not let you down, my boy. Карта Госвика. Пациента симптомы крайней усталости, на языке, во рту и в глотке многочисленные язвы, но ни одного симптома инфлюенции. Отказывается говорить, утверждает, что это слишком болезненно, нуждается в отдыхе и лечении слизистой оболочки горла. Только после этого можно принимать решение о его выписке. Мортимер Госвик, пациент, доктор, лечащий врач, доктора Кроме. Из которого горло болит, и богатая мама. Он не болен испанкой. Что же с ним? It's locked. It's locked, all right. Так, нам нужно положить лекарство в кабинете доктора. Куда его положить? It's locked. Now that Dr. Aykroyd has been warned, he should make good use of this formula. Так, готово. Так, здесь у нас все с вами. В Пемброкской больнице. Все вылечены. Задания тоже все выполнены. По крайней мере, на те, на которые мы наткнулись. Что ж. Погнали дальше. Что у нас есть еще? У нас есть еще куча расследований в Эстенде. У нас есть куча расследований в Ачпеле. И в порту. Одно мы провалили, так как Жизель мертва. Так. Все это очень далеко. Пойдемте к этому священнику. Что это он убивает людей? Давайте прижмем его. Прямо в лоб зададим вопросы.
money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? I want to see the true horror around. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Так. Зачем отправили Сэмюэля на кладбище, Тоби? С чем оно вас привлекло? У меня было видение, сон о страшной улыбающейся королеве, обагренной кровью. Она спала вместе с мертвыми и питалась страхом живых. Улыбающаяся королева в крови. Продолжайте. Эпидемия и ее пир в честь ее возвращения, наука и все ее достижения. Для королевы жалкие игрушки. Кто она? Она мать всех блудниц и отродий земных. Она вавилонская блудница, упивающаяся кровью святых. Тобиас Уитакер, признавайтесь, зачем вы сожгли этих людей живьем? Я сделал то, на что никто не был готов. Я и дальше буду разить нечистое, дабы защитить праведное. Даже убийство. Просто напыщенный садист. Я не получаю удовольствия, очищая город столь ужасным способом, доктор Рид. Мне придает сил мысль о тысячах невинных душ, которые я спасаю. Вы обычный убийца, который пользуется эпидемией, чтобы безнаказанно убивать слабых. Нет, нет. Единственный способ остановить эпидемию — это нанести удар по ее источнику. По больным. Don't you fear getting faith? No doubt. Я нашел Сэмюэля, вашего ученика. Боюсь, у меня дурные вести. Я ждал самого худшего. Он давно должен был вернуться. Он мертв, так? Да, он мертв. Пал жертвой эпидемии. Сэмюэль регулярно жертвовал на наше правое дело. Он тоже наградил бы вас, подбери бы мое тело на том ужасном кладбище. Прошу, примите эти деньги. Да не надо мне денег. Так. Что ж, мы так это все и оставим. Кто что хочет, то и творит. Кошмар. Ладно, выполнено. Оккультный глаз. Многообещающий рекрут. Где же все это у нас находится? Не вижу, даже голова не появилась. А если это выбрать? Туда куда-то ведет. Где? Туда. Не теряй след. Давай. Что ж ты орешь-то? Сам ты ступит. Так, здесь. Где-то
здесь. Где? Кто? Стой. Справа. Hello, sir. Sorry to Здравствуйте, disturb сэр. you at Прошу this прощения, hour. что беспокою в I'm a такой час, но я doctor доктор. inquiring about the epidemic. May I come in? По делу A об doctor, you эпидемии. say? Доктор, No, говорите thank you. нет, спасибо. It cannot be safe Слепому for a человеку blind опасно man жить to live одному here в такой alone. глуши. Впустите меня, Let сэр. me enter, Клянусь. sir. I swear I mean you no harm. Я вас не Well, трону. a voice never lies, and Потому что yours мои уши clearly не is the обманешь. По voice of a голосу gentleman. слышно, что вы All настоящий right, doctor, джентльмен. come Ладно, on in. доктор, входите. Tell me, how do you see the world these days? Дом Мейсон Суанборо. So what is the name of my Как зовут моего nocturnal ночного visitor? гостя? I'm Dr. Я Jonathan доктор Reed. Джонатан Рид. Я уже говорил, As что I пришел по already делу explained об to you, I'm эпидемии. inquiring about the epidemic. Dr. Reed? Доктор The Рид, eminent знаменитый surgeon. хирург. My God. Господи Боже, I'd не never have подумал бы, expected что a такой brilliant гениальный physician врач like you to knock переступил on my порог door. моего You дома. flatter me, sir. Вы меня No, льстите. sir, I am Что вы, flattered. сэр, это I я read чувствую all себя your work when I польщенным. Я still had прочел my sight. все ваши работы до того, как лишился зрения. Я был в Mason полном Swanborough, восторге. by the Меня way. зовут Мейсон Суанборо. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, Так, and расспросим that you его обо invented a всем. new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. С ним мы знакомы. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Do you know Braille, Так, и, Mr. наконец, про Swanborough? шрифт I'm no Брайля. expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found его a strange знает. document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I Помоги-ка нам. thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Так, на этот раз нужно будет еще 2 кусочка найти. Так, невралгия. У нас, к сожалению, нет такого лекарства. What can I do for... Goodbye, Mr. Swanborough.
What kind of gentleman pays visits to people at this late? It's locked, all right. Что ж, ребята, продолжим следующее расследование в следующей серии. Пока-пока. Wandering in this part of town.